Материал отчасти взят с энциклопедии Fallout убежище. Мы живем под солнцем, друг нашим. Мы горды отечеством своим, любим свой дом. Мы горды отечеством своим, все пути открыть молодым. Светлая моя, родина моя, всюду у тебя, друзья. Все мы так или иначе играли в легендарный Fallout, и неважно, понравился он вам или нет. Вам, да и, наверное, всем игрокам, живущим в СНГ, было интересно, а что же случилось с СССР? И каким это государство было до Великой войны? Вы на канале Акюр, меня зовут Богдан, и сегодня я постараюсь ответить на эти вопросы. Перед просмотром не забудьте поставить свой постапокалиптический лайк, подписаться и выпить своей холодненькой ядерколы. Поехали. История мира Fallout оставалась практически идентичной реальному миру до событий Второй мировой войны. У стран были такие же политические лидеры, те же проблемы и тот же быт. СССР участвовал в войне на стороне антигитлеровской коалиции союзников, в которой также состояли, как известно, Франция, Великобритания, США и еще несколько десятков других стран. Согласно заметкам в терминале музея Ревит-Сити в Fallout 3, США вступила в войну 11 декабря 1941 года, а закончилась она, как и в реальности, 2 сентября 1945, после того, как Соединенные Штаты Америки сбрасывают атомную бомбу на Хиросиму. После этого вселенная Fallout начинает расходиться с нашей. Технологии в мире Fallout развивались крайне стремительно, а потому и первый полет человека в космос не заставил себя долго ждать. Правда, его совершил капитан Карл Белл, скелет которого можно найти в техническом музее Fallout 3, а не Юрий Гагарин. Произошло это 5 мая 1961 года. Капитан погиб в результате жесткой посадки капсулы Deviant-7. Человечество решило и дальше развивать свои технологии, но силы были брошены не в разработку миниатюризированной электроники, а на массивные суперкомпьютеры, дальнейшее укрощение энергии атома, изобретение компактных ядерных силовых установок, работающих как на расщеплении атома, так и на термоядерном синтезе, а также продвинутой робототехники, кибернетики и генной инженерии. Все это позволило создать настоящие чудеса техники. Суперкомпьютер ZAX, который можно было найти в Fallout 1 и Fallout 3, представляющий из себя искусственный интеллект, портативную ядерную установку «Толстяк», силовую броню, лазерное оружие, а также бесчисленное количество вариаций роботов, от помощников по домашнему хозяйству до настоящих боевых роботов по типу Liberty Prime. После Второй мировой началась и Холодная война, которая, в отличие от нашего мира, не закончилась, а продолжилась вплоть до 2052 года. Итогом противостояния коммунизма и капитализма стал тот факт, что Советский Союз не распался, потому что фактически был уже менее вовлечен в конфликт, а его место на пьедестале главного врага капитализма заняла Китайская Народная Республика. Отношения Союза и Америки потеплели, но так или иначе глобальная нехватка ресурсов, да и все то же противоречие взглядов не давали странам окончательно примириться. Однако посольство в США у СССР, как и у Китая, было. И с этим также связана одна интересная история. Наталья Дубровская, которую можно выбрать в качестве персонажа для игры в начале самой первой Fallout, цитата, «внучка российского дипломата, который работал в советском консульстве в Лос-Анджелесе». Судя по всему, семье этого дипломата дали место в убежище 13, ведь именно там по сюжету находится Наталья. Вообще, в Fallout на территории США вовсю работает машина пропаганды, превращающая Америку в страну, где политическая паранойя – обычное дело. Правительство становится все более агрессивным по отношению к настоящим и мнимым врагам, а потому и СССР большинство американцев считают своим противником.
К слову о пропаганде. В Fallout New Vegas в городе Новак можно встретить городского сумасшедшего по имени Нелай Нунан. Неизвестно, когда и как он сошел с ума. Сам он говорит, что какие-то доктора считают, что скорпионы слишком много раз жалили его в голову. В разговоре с ним можно услышать довольно забавные реплики, которые, очевидно, оставлены американской пропагандой. Ghosts. Commie ghosts who don't know they're dead. Hoping to steal our rockets so they can fly up and paint the moon pink and draw a Lenin face on it. I seen one of them disappear and reappear before my very eyes. Although, being a scientist, I have to admit I might have just blinked for longer than usual, what with the shock of seeing a commie ghost and so forth. То же самое можно сказать про робота Котсворда в Fallout 4. Он упоминает о красной угрозе, тем самым показывая, что американское общество недоверчиво относится как к советам, так и к китайцам, ведь и те, и другие коммунисты. Также в Fallout New Vegas можно найти терминал с занятной голозаписью. Он находится на электростанции Гелиос-1, и в нем приводятся примеры того, как информация может достаться красным, то есть коммунистам. Упоминаются Красная площадь, трудовые лагеря и коммунисты, которые не дают пользоваться косметикой, считая это проявлением индивидуализма. Запись похожего содержания можно найти в разломе, локация дополнения Lonesome Road для Fallout New Vegas. В ней говорится про борьбу Соединенных Штатов с кремлевским Иваном и его узкоглазыми друзьями. Еще одно упоминание России можно встретить в голозаписи Энди Уинтера, бывшего гангстера Fallout 4. В ней рассказывается про Александра Стрельникова, наемного убийцу, жившего еще до Великой войны, и который был нанят для убийства Рона Тревио. Александр совершил его выстрелом в голову, при этом находясь в другом конце города. Также в Fallout Tactics можно найти АК-47 с магазином на 24 патрона, или даже обломки орбитальной станции Мир. Также действие игры Fallout Extreme должно было проходить на территории Дальнего Востока СССР с его русскими степными деревнями и заброшенными буровыми вышками, а в качестве одного из противников должны были появиться сибирские казаки. Эти крупицы информации и составляют мир Fallout. С вами на просторах канала Кьюр был Богдан. Не забывайте про постапокалиптические лайки и подписку на канал. А также напишите комментарии о том, как вам эта рубрика в целом. И если положительных отзывов будет много, то эта рубрика будет жить. Всем пока. And into each heart some tears gotta fall.